Привет! Я вот никак не могу определиться, нравятся мне эти наушники или нет. С одной стороны, компактный корпус, он меньше, чем все вкладыши, которые у меня были до этого на обзорах. Звук довольно неплохой, в принципе, даже, я бы сказал, очень даже хороший. Для вкладышей это редкость, но тем не менее звук здесь очень классный. При всем при этом здесь очень маленькая автономность, просто колоссально маленькая. Для 2020 года это очень мало. Меньше 2 часов они играют, если быть точным, то 1:50 у меня получилось отыграть на полной громкости. Я считаю, что это очень мало. Потому что все наушники, которые так или иначе обозревал на своем канале в последнее время, играют примерно от 3 до 4 часов. Это как бы стандарт уже для нынешнего времени. Но здесь немножко подкупает такая фишка, как быстрая зарядка. За 15 минут до 40% эти наушники заряжаются. Так что, в принципе, наверное, это может немножечко нивелировать эту автономность очень маленькую. В общем, я могу долго очень определяться дальше со своими выводами. Тем не менее, я предлагаю тебе посмотреть до конца этот ролик и сделать выводы самому. А я тебе сейчас все про них расскажу. Итак, сегодня на обзоре вкладыши Realme Buds Air. Знаешь, появись эти наушники на рынке год назад, я скорее всего был бы от них в полном восторге. Ведь на тот момент хороших наушников в форм-факторе вкладышей было по пальцам пересчитать, причем хватило бы одной руки. Но сейчас вариантов стало больше и выбор становится сложнее, надо чем-то удивлять. К примеру, ценой, характеристиками, либо внешним видом. А вот Realme в свою очередь решили не заморачиваться и выпустили просто классические беспроводные наушники-вкладыши. Обычные. Вот это, наверное, самое точное определение для них. Именно такое восприятие возникает, когда достаешь эти наушники из коробки. По крайней мере, лично у меня возникло именно такое ощущение. Со стороны наушники выглядят как ничем не примечательный клон яблочных AirPods. Тем не менее, оказалось, что не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Начнем по традиции с кейса. Как я уже успел отметить в начале этого ролика, это самый компактный зарядный крейдл из всех наушников-вкладышей, что были у меня на обзорах. Габаритные размеры по длине, ширине и высоте составляют 45, 25 и 50 мм соответственно. Для кого-то размер действительно имеет большое значение, и компактность будет непременно плюсом. Второй положительный момент – это поддержка беспроводной зарядки, причем кейс во время этого процесса практически не нагревается. Функция работает хорошо, и это первое, что я проверил, достав наушники из коробки. Время зарядки составляет примерно 2,5 часа, а вот если заряжать кейс по проводу, то выйдет примерно от 1,5 до 2 часов. Емкость аккумулятора тут 400 мАч. На передней стороне кейса имеется один светодиодный индикатор состояния. Он показывает статус заряда 3 различными цветами. Если заряжен полностью, то будет гореть зеленым, наполовину желтым, и если совсем разряжен, то будет мигать красным. Огонек не яркий, и при дневном свете его еле видно. Интерфейс зарядки USB Type-C. Расположен разъем в нижнем торце корпуса. Он плоский, и при желании кейс можно поставить на стол вертикально, но только в закрытом состоянии. С открытой крышкой он не стоит. Из дополнительных элементов на корпусе присутствует небольшая круглая кнопка. Она нужна для сброса наушников до заводских настроек, а также для первого сопряжения со смартфоном, все последующие подключения к которому осуществляются по открытию крышки. Петля выполнена из пластика и не имеет доводчика. При этом она не люфтит в разные стороны, но и не фиксируется ни в каком из положений. В закрытом состоянии она удерживается магнитом. Теперь переходим к самим наушникам. Как я уже отмечал ранее, это самые что ни на есть классические вкладыши в обычном понимании. Ножка в профиль имеет овальное сечение, на нижнем торце расположено 2 контакта для зарядки и разговорный микрофон. Еще один дополнительный микрофон, призванный обеспечить шумоподавление, расположен с внешней стороны вместе стыка звуковода и ножки. Ну а как он работает, сейчас я продемонстрирую в тестовой записи. Ну что ж, друзья, проверяем работу микрофонов в наушниках Realme Buds Air. Вот этих вот малышей, которые мы сегодня с вами обозреваем. На улице стоит довольно тихая погода, ветра сейчас нет, но тем не менее выпадают периодически различные осадки. Как звучат данные наушники, судите уже, конечно же, вам. Напишите в комментариях, понравился ли вам звук с этих наушников, с этих микрофонов. Ну а мы продолжаем наш обзор. Подключение к смартфону происходит по интерфейсу Bluetooth 5.0, и в наличии имеется 2 аудиокодека AAC и SBC. Управление в наушниках сенсорное, и по умолчанию оно такое. Двойной тап по любому из наушников отвечает за плей-паузу, а по тройному касанию можно переключать треки. На правом вперед, а на левом в начало композиции или назад.
Если зажать палец на любом из наушников на 1-2 секунды, то вызывается голосовой ассистент Google, Алиса или Siri в айфонах. Помимо всего прочего, в каждый наушник встроен инфракрасный датчик, с помощью которого наушник ставит трек на паузу, если достать его из уха, и возобновляет проигрывание, когда вставляешь обратно. И вот эта функция есть не у всех, и не во многих наушниках работает в обе стороны. Тут же все отлично и четко срабатывает, так что еще один плюсик в копилочку Buds Air я положил. Кстати, я не случайно отметил, что все вышеуказанные функции являются управлением по умолчанию. Для этих наушников есть фирменное приложение. В Google Маркете его нет, но на одном известном форуме его можно скачать. Называется оно Realme Link. И вот с помощью этого приложения можно переназначить действие на касание, но особо тут не разгуляешься. Управление громкостью отсутствует, а жестов более чем достаточно. Я разве что отключил вызов ассистента, потому как им практически не пользуюсь. По сути, данное приложение только для этого и нужно, ну еще для обновления прошивки. Никаких эквалайзеров и улучшателей звука тут нет. К слову сказать, при подключении к приложению наушники сразу обновились до новой версии, но вот какого-то отличия в звуке я не услышал. Я успел затестить звучание как до, так и после обновления, и как по мне, играют они одинаково. В каждом наушнике установлено по одному 12-мм драйверу, и что касается непосредственно звука, то он тут очень чистый. Хорошо проработаны верхние частоты, они звонкие и четкие. Никакого так называемого песка здесь не наблюдается. Средние частоты буквально созданы для вокальных партий. Претензий по этой части также не имеется. Середина здесь не провалена и ее слышно очень хорошо. А вот что касается баса, то его кому-то может не хватить. На самом деле его всегда не так много, нежели во внутриканальных наушниках, но это лишь из-за конструктивных особенностей самих вкладышей. В наушниках такого типа априори баса меньше, но тем не менее он тут есть. Причем, если поместить наушники вот в таком нестандартном положении, то баса становится очень даже много. Но вот скорее всего вряд ли кто-то так будет носить наушники. Тем не менее, низов в таком положении становится больше. Вполне возможно, что все еще зависит от строения моей ушной раковины, и в обычном положении наушник неплотно сидит в ухе. В этом плане по посадке идеальными для меня являются Honor FlyPods. У них есть вот эта лебединая шея, которая и позволяет наушнику глубже сесть в ухо и доставить звук по назначению. Но в целом я бы не сказал, что Realme Buds Air плохо звучат. Звук в них классный, и если сравнивать из чего-то недавнего, то в SoundPeats True Air по кодеку aptX звучание практически идентичное. Еще одним несомненным плюсом этих наушников, особенно для тех, кто играет в игры на смартфоне, можно считать опцию игрового режима. Активируется она одновременным зажатием сенсоров на обоих наушниках в течение нескольких секунд и сопровождается вот таким вот характерным звуком, который ты явно не спутаешь ни с чем. Что могу сказать? Этот режим реально работает. Отставание звука в играх, особенно в шутерах, практически сводится к нулю. Играть очень комфортно, ведь теперь слышно все, что нужно. На самом деле даже не знаю, есть ли смысл упоминать, что на ютубе отставание также отсутствует, ведь сейчас такой проблемы практически ни в одних современных наушниках нет. Что же касается времени автономной работы, то в самом начале ролика я про это уже высказался. И лично я считаю этот момент единственным весомым недостатком данной модели. Во всем остальном же наушники получились действительно интересными и вполне годными. Особенно если тебе нужна гарнитура на каждый день и нравится форм-фактор, как у яблочных AirPods. Ну что же, как я и обещал, я рассказал тебе все подробности. Теперь уже выбор только за тобой. Надеюсь, тебе было интересно, и если это так, то не забудь поставить лайк под видео, ведь это поможет ролику двигаться дальше. Если же у тебя остались какие-то вопросы, то задавай их в комментариях, обязательно отвечу. А на сегодня это все, спасибо за просмотр, желаю крепкого здоровья и до встречи в следующих видео. Пока-пока.